Многие работают с софтбоксом совершенно в корне неверно. Они берут, направляют источник света софтбокс прямо на модель и думают, что все зашибись. Так делать неверно. А как делать правильно, поговорим в сегодняшнем видео. Меня зовут Станислав Иваницкий. Погнали! Тут, конечно, нужно сразу же оговориться про правильный и неправильный свет. Но когда мы говорим правильный свет, мы имеем в виду по классике, да, то есть по правилам. Правила звучат так, то есть если мы, например, используем источники света, каждый источник света отдельный должен выполнять свою конкретную задачу. Так он работает эффективнее. Например, если мы фотографируем модель на фоне кирпичной стены, мы должны поставить источник света рисующий так, чтобы модель получилась как нужно нам, например, или красивее, или фактурнее, в зависимости от того, что кого-то мы снимаем. Вот. И отдельно берем еще один источник света и светим на фон таким образом, чтобы он получился такой фактуры, которая нужна именно нам. Потому что если мы будем использовать один источник света для того и для того, то есть для модели и для фона, он будет работать неэффективно, он будет абы как подсвечивать стену, не как нужно нам, и модель тоже не как нужно нам. И получается некрасиво, неинтересно. То есть художественный замысел страдает от этого. Поэтому по классике, конечно, правильный свет — это когда у нас каждый свет выполняет одну конкретную свою задачу. Это очень важный момент, про него не стоит забывать. Но это по классике. В современном мире можно делать что угодно. Современная фотография допускает все. Если вам нравится, можно снимать. Но здесь многие это интерпретируют совершенно в корне неверно. То есть они думают, что если можно делать все в современной фотографии, буду делать всякую фигню. Ну, что-то получится, эксперименты, творчество, тролливали и так далее. То есть это не работает. То есть вы должны работать эффективно. Например, в современной фотографии, если правильно интерпретировать это выражение, в современной фотографии можно все, при условии, что то, что вы делаете, любые задачи, да, они должны решаться определенным способом. То есть они должны выполнять определенную задачу и выполнять ее эффективно. Вот тогда можно делать все, что угодно в современной фотографии. В этом плане, если мы возвращаемся к софтбоксу, они, конечно, бывают разных форм, разных размеров, то есть разных видов и так далее. Об этом мы поговорим в следующих видео. Если интересно, подписывайтесь обязательно на канал. Там такой колокольчик есть, чтобы не пропускать следующие видео. Обязательно вам расскажу. Но сейчас мы переходим к софтбоксу. И почему же не нужно брать и прямо светить на модель? Да? Почему это неправильно? Да? Почему это в корне неверно? Когда мы фотографируем модель в студии и используем для того, чтобы подсветить модель софтбокс, мы обычно делаем так. Мы берем большой софтбокс и направляем его на модель. Поэтому здесь получается некоторая несуразность. Да? В чем она проявляется? В том, что у нас свет сейчас светит не только на модель, но и на фон, на стены, везде. А это, как многие любят говорить, некрасиво выглядит, да? То есть немножко неестественно. Когда мы, кстати, светим на модель, помните, что источник света должен быть выше глаз модели, поэтому ориентируйтесь по зрачку. Если в зрачках у нас источника света не видно, значит вы слишком высоко его подняли. Так вот, в чем же основная проблема, когда мы светим на модель именно вот так? И здесь время пришло поговорить о градиенте света. Давайте поговорим про градиент света. Что это такое? Ну, то есть вы должны четко понимать, что когда вы используете светоформирующую насадку, когда она светит, пучок света неравномерен по всему полю засветки. Что это значит? Например, смотрите, если мы используем какой-то большой источник света, мягкий, софтбокс, то у него получается переход от яркости к темноте достаточно большой. То есть если мы говорим, вот я примерно нарисовал, как смог, то есть прямо вот у него свет идет 100% яркости. Чем больше отклонения от центра софтбокса, то есть в боковую сторону, тем становится все темнее, 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 темнее. И там, где свет уже заканчивается, там получается где-то вот 1-2% от яркости. То есть вот переходя от тени к центру пучка света, получается, у нас становится все светлее, 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 светлее. И вот именно этот градиент света самый интересный, самый красивый, потому что в жизни у нас редко когда бывает, что у нас источники света светят равномерно. В большинстве случаев на нас попадают именно градиенты света, то есть отголоски, рефлексы и так далее. И для мозга они выглядят более естественно. То есть, естественно, вот этот вот градиент света зависит напрямую от жесткости света. То есть, чем свет мягче, чем больше градиент. Чем свет жестче, тем градиент у нас, соответственно, меньше. Да? Вот обратите внимание, у рефлектора. У него нет рассеивающей насадки, он сам по себе маленький. И получается такая ситуация, что свет из центра сразу же переходит в тень. Да? То есть, и получается, если мы, например, направляем на модель, она либо на свету, либо в тени. А если мы используем софтбокс, то мы, получается, от центра софтбокса начинаем отворачивать, модель по-прежнему светлая, становится темнее, 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 темнее. Вот таким вот образом. Поэтому с жестким светом вроде бы работать легче, потому что, то есть куда хотим, туда и светим, да, то есть в разные стороны он не светит, в отличие от софтбокса. Но здесь проблема в чем? Мозг наш не любит жесткие тени. Почему?
Потому что жесткая тень — это видимая тень, которая прям имеет четкий переход. И поэтому, когда мы такие тени видим, они могут показаться красивыми, некрасивыми, мозг не любит их замечать. Поэтому, когда мы используем мягкие источники света, софтбоксы, получается, что тень незаметна, то есть она растушеванная и где-то вот немножко вправо, влево, там от носа, от глаза уходит, и мы ее не замечаем. Поэтому нам проще, легче, и многим людям больше нравится работать именно с мягким источником света. Но мягкий источник света, конечно же, с ним работа усложняется с тем, что он светит в разные стороны. Так вот, давайте поговорим про светоформирующую насадку, про софтбокс, как ей правильно пользоваться. То есть, конечно же, их очень много, светоформирующих насадок, и обязательно про все вам расскажу в следующих видео, поэтому обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И подпишитесь обязательно на канал, здесь много полезного по свету. Так вот, не только по свету, по фотографии. Так вот, как правильно работать с софтбоксом так, чтобы он работал максимально эффективно и не светил в разные стороны? Давайте попробуем с вами сравнить жесткий и мягкий свет на практике. Попробуем посветить на модель. Давайте теперь наглядно продемонстрирую, как это все технически работает. Давайте я включу жесткий свет, и мы посмотрим на его градиент света. Сейчас у нас работает мягкий свет. Значит, выключаю мягкий, включаю жесткий. Итак, обратите внимание, жесткий источник света, градиент у него малюсенький, и поэтому, если он светит прямо на модель, модель светлая. Если я отворачиваю источник света от модели, буквально чуть-чуть, она становится сразу же темная. Поворачиваю обратно, снова светлая. Поворачиваю от нее, снова темная. То есть, таким образом, жесткий свет — это достаточно сложный источник света, там тени и так далее. Но смысл в том, что если вы работаете с ним, то проблем нет. Обратите внимание, я не свечу на фон, градиент света маленький, и фон темный, да, то есть, если хочу посветить на фон, так поворачиваю. Да? Все просто, все легко. Давайте попробуем с вами поработать с мягким источником света. С мягким источником света все гораздо интереснее. Обратите внимание, он сейчас светит и на модель, и на фон. То есть как мы обычно с вами привыкли использовать софтбокс. То есть так делать не нужно. Почему? Потому что мы светим и на модель, и на фон. Фон подсвеченный, это некрасиво. То есть мы же с вами договорились, что работа со светом — это когда мы используем один источник света для определенных нужд. То есть нам нужно посветить на модель, если я хочу посветить на фон, нужно использовать еще один источник света. Поэтому что мы делаем? Из-за того, что у мягкого источника света, у большого источника света градиент света огромный, то есть я могу смело взять и повернуть источник света полностью на себя, то есть на камеру. Вы сейчас как будто фотограф. Отворачиваю полностью, обратите внимание. Фон темный, а модель по-прежнему подсвечена. Вот именно таким образом мы с вами и должны светить софтбоксами. Мы используем боковину, то есть светим боковинами. Не прямо поворачивая на модель, а именно отворачивая на себя, то есть поворачивая на модель боковой частью. Так свет получается максимально интересно за счет того, что начинает работать именно градиент света, а не прямой поток. Итак, мы с вами выяснили, почему очень важно не светить основным источником света на фон, да? Потому что каждый источник света должен выполнять свою собственную задачу. Да? То есть если у нас основной источник света на фон не светит, а на фон светит отдельный источник света, то мы можем лучше проконтролировать подсветку заднего плана. Он получается более художественный, более интересный. Вот. Но как это происходит технически? У нас с вами есть разные светоформирующие насадки. Например, у нас с вами есть стрибокс. Что он делает? Он узкий, и за счет того, что он узкий, источник света получается более направленный. То есть свет более направленный, он не светит ни влево, ни вправо, как это делает у нас с вами софтбокс обычный. Да? То есть более направленный, поэтому мы четко контролируем направление света. Если мы работаем с софтбоксом, обратите внимание, что получается. Обычно мы как светим на модели? Как вот мы с вами вначале светили, то есть полностью поворачиваем источник света на модель, на камеру. Вы сейчас модель, представьте себе, да? И на вас светит большая штука. Она светит везде, в разные стороны. И нам проконтролировать направление источника света гораздо сложнее, да? Если бы, например, мы использовали стрибокс. Но стрибокс, он узенький и маленький, поэтому он дает жесткий свет. А эта штука большая, дает мягкий свет. Что же делать? Почему очень важно светить именно боковинами? Мы берем и отворачиваем, как я вас учил, именно боковины, источник света. И обратите внимание, чем он сейчас становится. Относительно модели он сейчас стал узкой полосочкой. А узкая полосочка, по сути, это что? Стрибокс. И тем самым мы можем лучше проконтролировать направление света. То есть у нас получается сделать так, чтобы он не светил в разные стороны, на фон, еще куда-то. То есть свет получается более контролируемым, более интересным. Плюс это градиент света, за счет этого свет получается более мягкий, более интересный. И он не получается таким жестким, как у стрибокса, по той причине, что все равно он широкий, и дальняя часть все равно досвечивает до крайнего лица, крайней щеки модели, да, то есть до крайнего бока студии и так далее. То есть, если бы у нас с вами был стрибокс, конечно же, получилось бы все не так, было бы просто направлено.
За счет этого, именно таким вот образом, мы с вами используем софтбокс, но поворачиваем его, сейчас напоминаю, боковиной, именно боковиной. Это очень важно, запомните это. И еще раз подытожим, да. Конечно же, это не значит, что нельзя светить софтбоксом прямо на модель. Ни в коем случае. Еще раз повторяю, в современной фотографии можно все, если это решает задачу максимально эффективно. Например, можно смело светить софтбоксом прямо, если мы используем светлый фон. То есть светлому фону на самом деле по боку, как вы на него светите. Как снимать на белом фоне в циклораме, я сниму отдельное видео, не волнуйтесь. Если подписаны на канал, не пропустите 100%. Так вот, то есть если мы используем мягкие источники света, они нам дают большой градиент света, и тогда мы используем не прямо светящий свет, софтбокс, а мы используем края, светим боковинами, так получается более интересно. Если мы используем жесткий свет, то он сам по себе более сложный, и жесткий свет не имеет такого большого градиента света, и поэтому там направлять пучок света гораздо проще. Вот. То есть мягкий свет — это большой градиент света, а жесткий свет — это маленький градиент света. Нам лучше работать с большим градиентом света, но работать с ним правильно, да, то есть боковинами, еще раз, да, повторяю. Поэтому я рекомендую: придите в студию, возьмите один софтбокс и поработайте с моделью с одним софтбоксом. Поворачивайте в разные стороны, попробуйте посветить краями всякое разное, посмотрите, как меняется у вас цветовой рисунок. Очень важно, чтобы вы, если хотите заниматься фотографией, неважно, мобильной или еще какой-то, чтобы научились работать с искусственным светом, с софтбоксами. Почему это очень важно? Потому что сейчас, допустим, разницы между техникой уже нет никакой. То есть профессиональная крутая камера днем снимает так же, как и обычный смартфон, какой-нибудь там последний iPhone. Поэтому любой школьник может взять iPhone и сфотографировать модель. И вы тоже возьмете камеру, сфотографируете модель. То есть днем возле окна, и он, и вы. И получите абсолютно одинаковую фотографию. Тогда возникает вопрос: а нафига вам камера? Чем вы от него отличаетесь? Да? То есть современный фотограф в большинстве случаев отличается не техникой, а умением работать со светом. И не просто работать со светом, типа знать, где, во какое время красивый свет, что такое мягкий свет и так далее. Нужно именно уметь работать с искусственным, с импульсным светом, со вспышками, с постоянным светом, с софтбоксами и так далее. Именно так вы можете, только единственным способом можете отличаться от всей школоты, которая с телефонами снимает фото и видео. То есть, когда вы научитесь работать с источниками света искусственными, ваши фотографии, ваши видео изменятся в корне, да, то есть они будут отличаться от всех остальных фотографий, и для современного фотографа это единственный шанс, чтобы отличаться от всех остальных. Поэтому обязательно учитесь работать с искусственным светом. Надеюсь, это видео было для вас максимально полезным. Мне будет очень приятно, если поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что здесь еще будет очень много всего интересного и полезного на тему визуального искусства по фотографии, про видео, композиция, свет и цвет и так далее и тому подобное. Буду стараться и впредь для вас делать максимально интересные видео. Также я отвечаю на все вопросы, которые вы пишете в комментариях под этим и под другими видео. То есть пишите любые вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Чем могу, всегда всем помогу. В общем, до встречи в следующих видео и пока-пока.